Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам про одно очень известное место. Это Голливуд. Вы слышали это слово много раз. Голливуд– это мир кино, успеха и больших денег. Здесь делают фильмы, которые мы все так любим. Но как появился этот знаменитый город? Давайте узнаем его историю вместе. Вернемся в прошлое, более 130 лет назад. В то время в Калифорнии еще не было никакого кино. На месте современных студий была просто тихая и пустая долина. Люди называли это место долина Кауэнга. Рядом находилось небольшое поселение Лос-Анджелес. В долине созревали апельсины, лимоны и даже сладкий виноград. Местные фермеры выращивали здесь разные овощи. Они сажали помидоры, картофель и морковь. Разве в Калифорнии не пустыня? Нет, друзья, это совсем не пустыня. Здесь всегда было много солнца и очень теплый климат. Вода текла в долину прямо с высоких гор. Поэтому земля здесь была очень плодородная. Фермеры жили хорошо и продавали свои овощи в соседние города. Жизнь текла простой, спокойной и очень мирной. Никто не думал, что здесь появится мировое кино. В 1886 году сюда приехала семья. Их фамилия была Уилкокс. Они приехали из далекого штата Канзас. Эти ребята купили здесь очень большой участок земли. Супруги хотели создать здесь тихое и красивое место для жизни. В 1887 году они назвали свою землю Голливуд. Это слово означает «поддубовый лес». Почему они выбрали такое имя? Вокруг росли густые кусты с острыми листьями. Слово «Голливуд» именно так и переводится. Сначала в Голливуде были только фермы и деревянные дома. Люди работали на земле и просто радовались жизни. Все выглядело очень просто и по-доброму. Теперь давайте посмотрим, что произошло дальше. В мире только что появилось первое кино. Это случилось в самом конце XIX века. Сначала фильмы делали в совершенно другом месте. Первые студии открыли на востоке Америки. Чаще всего кино снимали в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Ты спросишь, почему именно в Нью-Йорке? Это очень хороший вопрос. В то время Нью-Йорк был самым богатым городом. Там жили миллионы людей, были деньги и театры. Там работали лучшие актеры и известные изобретатели. Одним из них был Томас Эдисон. Он создал первые камеры для съемок кино. Его студии делали короткие фильмы для всех. Люди смотрели их с огромным интересом. Кино стало популярным очень быстро. Каждый хотел видеть новые истории на экране. И тут начинается самая интересная часть. Представь себе такую ситуацию. Эдисон хотел контролировать все мировое кино. В 1908 году он создал компанию. Люди называли ее «Трест Эдисона». Эта компания собрала все права на камеры. Что это за права и зачем они были нужны? Это был патент, официальное право на изобретение. Эдисон и его партнеры сказали всем режиссерам: «Только мы можем использовать эти камеры». Другие режиссеры должны были платить им деньги. Они платили за каждый фильм и за каждый показ. Делать кино стало очень дорого. Если режиссер не платил, его тащили в суд. Эдисон везде рассылал частных детективов. Они искали чужие камеры и закрывали кинотеатры. Они забирали все, без всякого разрешения. У маленьких студий были трудные времена. Режиссеры теряли деньги, время и свои нервы. Многие думали, это неправильно, мы хотим свободы.
И тогда эти люди решили найти место, где Эдисон их не достанет. Они уехали далеко на запад, в Калифорнию. Почему же Калифорния помогла им? Во-первых, она была очень далеко от Нью-Йорка. Во-вторых, местные судьи там не любили Эдисона. Если начинался суд, режиссер мог быстро уехать в Мексику. Там законы Эдисона не работали. Но была и третья важная причина. В Калифорнии почти всегда светит солнце. Там 300 солнечных дней в году. Это идеальная погода для съемок на улице. Там есть океан, горы, пустыня и леса. Можно снимать самые разные истории. При этом земля там стоила очень дешево. В 1911 году там открылась студия. Она называлась «Нестор Студия». Скоро в Голливуд приехали и другие режиссеры. Городок начал расти очень быстро. А в 1923 году появился знак. Огромные белые буквы стояли прямо на холме. Сначала там было написано «Голливуд Ленд». Это была реклама новых домов для богатых людей. Позже люди убрали последнее слово «ленд». Осталось только знаменитое «Голливуд». С тех пор этот знак стал символом мечтаний. В 1927 году случилось важное событие. Вышел первый в мире большой звуковой фильм. Он назывался «Певец джаза». До этого актеры играли молча, совсем без слов. Они показывали свои чувства только лицом и руками. Теперь герои могли говорить прямо с экрана. Это очень удивило и обрадовало всех зрителей. Люди впервые услышали реальные голоса своих актеров. Звук полностью изменил все мировое кино. Фильмы стали намного интереснее и живее. В это время киностудии стали очень сильными. Появилось 5 самых больших и богатых компаний. Их называли «Большая пятерка». Они контролировали почти все в этом бизнесе. Студии сами писали сценарии для своих фильмов. Они показывали кино только в своих кинотеатрах. Актеры работали по длинным контрактам. Студия сама решала, какую роль будет играть актер. Компания создавала их красивые и яркие образы. Это была настоящая голливудская система. Студии работали как очень большие заводы. Каждый год они выпускали много новых фильмов. Они нанимали режиссеров и крутых операторов. У них были огромные залы с костюмами. Там висели тысячи платьев и мужских костюмов. Мастера строили на площадках целые улицы. Все было под строгим контролем главной студии. Это было чудесное время блеска и красоты. Звезды очень ярко сияли на экранах. Мэрилин Монро улыбалась всем своим зрителям. Ее улыбка была очень известной во всем мире. Кларк Гейбл был сильным и мужественным героем. Одри Хепберн была элегантной и очень милой, а Хамфри Богарт играл суровых мужчин. Люди очень сильно любили этих актеров. Они ходили в кино с огромной радостью. В 1939 вышло 2 шедевра. Один фильм назывался «Унесенный ветром». Это была длинная история про любовь и войну. Другим фильмом был «Волшебник страны Оз». Это была яркая и очень добрая сказка. Там было много цветов и чудесных песен. Комедии заставляли людей смеяться от души. Они помогали каждому мечтать о счастье. Голливуд продавал мечту всему миру. Он показывал роскошь и прекрасную жизнь. Все выглядело просто невероятно красиво. Красные дорожки сияли очень ярко. Премьеры фильмов были очень торжественными. Там всегда играла громкая и веселая музыка. Сильные прожекторы освещали все ночное небо. Звезды надевали дорогие и красивые платья. Они приезжали на шикарных больших машинах. Все это напоминало волшебную сказку. Даже в трудные годы люди все равно шли в кино.
Они хотели хоть ненадолго забыть о проблемах. На экране все было ярко и очень спокойно. Голливуд давал людям надежду и новые силы. Студии работали умно и профессионально. Они писали интересные статьи про своих звезд. И эти тексты печатали в журналах и газетах. Актеры были настоящими кумирами для людей. Дети очень хотели быть похожими на них. Взрослые тоже мечтали о такой яркой жизни. Они мечтали о славе и большом богатстве, о красивых домах и быстрых машинах. Голливуд стал очень важным мировым символом. Это был символ настоящего успеха, символ вечного блеска и чистой красоты. Люди улыбались, когда слышали слово «Голливуд». Они представляли себе только счастье. Но ничто не может быть вечно. В 60-х годах многое быстро изменилось. Золотой век кино постепенно стал заканчиваться. Студии потеряли часть своей былой власти. В домах появилось телевидение. Люди стали чаще смотреть фильмы дома. Новые режиссеры хотели снимать кино иначе. Они показывали более честную и правдивую жизнь. Они говорили про реальные проблемы людей. Золотой век был поистине магическим периодом. Он сделал Голливуд известным на всей планете. Голливуд показал нам две важные вещи. Кино — это великое и сильное искусство. Но кино — это также успешный бизнес. В 70-х годах кино стало еще больше. Появились огромные и очень дорогие блокбастеры. Фильм «Челюсти» Стивена Спилберга сильно пугал людей. Люди даже боялись заходить в воду. «Звездные войны» Джорджа Лукаса открыли нам космос. «Индиана Джонс» показал приключения и юмор. Харрисон Форд прекрасно сыграл там главного героя. Кино превратилось в огромный успешный бизнес. В 90-х годах все снова изменилось. Появились фильмы про очень сильных супергероев. Марвел создал «Железного человека». Появились «Мстители» со многими другими персонажами. Они вместе боролись с каким-то злом. Бюджеты фильмов стали просто огромными. Они собирали миллиарды долларов по всему миру. Новые фильмы выходили один за другим. Зрители с нетерпением ждали продолжения историй. Появились разные стриминговые сервисы для всех. Теперь ты смотришь фильмы прямо у себя дома. Ты смотришь кино на своем мягком диване. Ты смотришь его даже на телефоне. Больше не нужно каждый раз идти в кинотеатр. Это очень удобно для современных зрителей. Это сильно изменило всю индустрию кино. Студии стали делать намного больше сериалов. Сериал «Игра престолов» стал настоящим хитом. «Очень странные дела» тоже порадовали зрителей. Сериалы иногда бывают интереснее, чем фильмы. Ты смотришь серию за серией у себя дома. Сегодня Голливуд — это очень сложная система. Есть блокбастеры и есть маленькое независимое кино. Звезды снимаются везде и каждый день. Они показывают жизнь в социальных сетях. Они делятся фотографиями со своими фанатами. Блеск и роскошь не исчезли из Голливуда. Звезды живут в красивых и больших особняках. Они приходят на премии в шикарной одежде. Прожектора все так же освещают небо. Звезды улыбаются и машут всем руками. Но за этим блеском есть свои трудности. Актеры долго ищут хорошие и важные роли. Конкуренция остается очень сильной для всех. Иногда съемки переносят в другие страны. Это делают ради разных налоговых льгот. Работа в Голливуде может быть тяжелой. Несмотря на все, Голливуд продолжает жить. Он остается символом очень большой мечты. Любой человек мечтает о славе и успехе. Он мечтает о признании во всем мире. Каждый хочет рассказать людям свою историю. Голливуд соединяет людей из разных стран. Фильмы переводят на много разных языков. Все смотрят и понимают чувства героев. Кино помогает нам лучше понимать друг друга. Конечно, в Голливуде не все всегда идеально. За блеском
иногда скрываются большие проблемы. Но магия кино всегда остается с нами. Голливуд стал настоящей фабрикой всех грез. Он стал символом роскоши и успеха. Сегодня он меняется вместе с нашим миром, но он всегда дает нам вдохновение. Он дает надежду миллионам разных людей. Друзья, спасибо, что были сегодня со мной. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, если видео было полезно. Не забудьте подписаться на наш канал. Увидимся в следующей серии.